Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Запишем небольшой апдейт по крипторынку. Как всегда, начинаем с объема торгов за 24 часа и видим, что больших изменений здесь не произошло. Объем торгов по-прежнему находится на сильном минимуме. Большинство топовых монет даже не достигает 1 миллиарда долларов за сутки. На данный момент такой объем превышает только биткоин, эфириум и стейблкоины. Что же касается настроений, вчера был просто страх, цифра 28, сегодня 25, и это уже экстремальный страх. Снова трейдеры не понимают, что происходит, и по-прежнему боятся того, что биткоин может лететь еще ниже. Но такие опасения не только у каких-то краткосрочных холдеров и залетных трейдеров, даже лонговые холдеры, которые привыкли держать практически до последнего, на данный момент нельзя сказать, чтобы начали сливать, они продолжают сливать в минус. И как мы видим, такое было на дампе 2018 года, на корона сливе такое же наблюдалось. И сейчас на данном снижении мы видим, как долгосрочные держатели продают свои запасы в минус. Данная тенденция началась уже несколько месяцев назад, тогда когда мы отрисовали 3 волны вниз, когда мы пробили минимум летнего снижения 2021 года. Долгосрочные холдеры, некоторые из них, по крайней мере, разуверились и начали сливать в минус. Ну и как на истории видите, что данные зоны часто были зоны разворота тренда. И здесь нельзя дожидаться какого-то сигнала на лонг, потому что после пересечения нулевой отметки цена на данный момент может находиться уже далеко наверху, то есть вырасти мы можем уже достаточно сильно, а долгосрочные держатели будут по-прежнему продавать в минус, ожидая, что это всего лишь отскок так называемой дохлой кошки. Исходя из этого графика можно сделать вывод, что да, дно где-то близко, но оно не даст подтверждения того, что оно уже прошло. В любом случае, в долгосрочной перспективе это неплохие уровни для покупок. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть 2 дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Если же смотреть на реализованные профиты и потери не только долгосрочных держателей, а вообще всех трейдеров, то вот они перед вами. Вот эти всплески, которые показывают, когда были наибольшие активности реализованных потерь. И как мы видим, данная информация подтверждает предыдущий график. То есть на завершении медвежьего цикла в 2018 году был большой всплеск. Также цена после этого не прошла ниже. На коронадампе был такой же всплеск, и затем цена развернулась. Летом 2021 года была аналогичная ситуация, даже было 2 всплеска, сейчас мы видим также 2 всплеска, и посмотрим, уйдет ли цена на этот раз ниже. Судя по данной метрике, в нашем случае такое также может уже и не произойти, дно обновлять мы вполне возможно и не будем. Но если смотреть на структуру в плане волн, да, дно еще разок обновить вполне реально. Пару новостей, которые больше всего зацепили мое внимание. Павел Дуров анонсировал запуск блокчейн-маркетплейса в Telegram. Он заявил, что
что данный marketplace вполне может быть на базе блокчейна Ton. И marketplace будет продавать именно пользователей, ссылки на каналы и группы в мессенджерах. То есть то, что всегда было бесплатным, сейчас он хочет монетизировать. Хотя до этого он говорил, что весь функционал, который сейчас предоставляется бесплатно, будет оставаться бесплатным. Естественно, речь идет о каких-то красивых именах. Вот, например, как он говорит. Представьте, насколько успешно может быть Telegram с его 700 миллионов пользователей. Если мы выставим на аукцион зарезервированные идентификаторы пользователей, ссылки на каналы и группы, в дополнение к миллионам броских адресов вроде Шторм, Роял, все четырехбуквенные имена могут быть доступны для продажи. Банк, Клаб, Гейм, Гифт. Но стоит отметить, что сейчас во многих группах пишут в чатах, что якобы Telegram просто отобрал у них красивые названия у неактивных групп. Все, я думаю, знают такую схему заработка, как, например, ты резервируешь красивые имена, красивые домены, а затем компании выкупают их у тебя за деньги. И вот таких же ушлых ребят было достаточно много. Они просто зарегистрировали большое количество групп, присвоили им красивые имена и ждали, когда будут покупатели. Но вот Пашка Дуров их перехитрил и просто отобрал у неактивных групп красивые имена. От тебя я могу добавить, что Telegram ранее отобрал у меня достаточно красивое наименование. Был у меня канал, не связанный с криптовалютами, имя у него было созвучное с одной известной компанией, и тогда, когда в России Telegram был запрещен, эти компании не были представлены в Телеграме, я свободно зарегистрировал их URL, так сказать, которым они пользовались в Инстаграме, ВКонтакте и так далее. Но вот как только Telegram снова разрешили в России, эти компании пришли в Telegram, и Пашка Дуров просто отобрал у меня URL и отдал тем компаниям. С одной стороны, да, обидно, но с другой стороны, был бы я представителем той компании, естественно, я также бы поступил и забрал свое наименование к себе. Потому что во всех соцсетях это имя используется, и здесь также, согласно правилам Телеграма, данное имя можно забрать. Но сейчас, судя по всему, будет marketplace, и если человек выкупит себе данный URL, его уже мало кто может забрать. Посмотрим, как это будет работать. Такое двоякое нововведение. Нужно будет посмотреть, как это будет действовать на практике. Ну и давайте еще глянем график, что у нас изменилось на биткоине. Если посмотреть на дневке, здесь по-прежнему мы находимся в зоне потенциального разворота, но тренд здесь по-прежнему нисходящий. Локально здесь нет точки входа, в которую бы я залетел, если бы хотел купить биткоин. Пока здесь смотрит все на дальнейшее снижение. Если глянуть на 4 часах, находимся во флете, вполне вероятно это может быть четвертой волной в первом импульсе, то есть 1, 2, 3, сейчас 4, потом будет еще один добой, и затем на более серьезный рост возможен разворот. Но это также будет не финальная, судя по всему, разворотная формация, будет еще один импульс вниз как минимум. На данный момент это мой основной сценарий, так как предполагается, что вот данное движение это был заходной импульс, сейчас мы находимся в коррекции, и после ее завершения будет еще один как минимум импульс. Посмотрим, докуда он дойдет, будет ли он волной 3, либо волной C. Но до этого еще рано, нужно отрисовать коррекцию и посмотреть, в каком формате, в какой структуре она нам предстанет. Глянем S&P 500, здесь также данный график идет по плану. На недельке, точнее на дневке, все это более красиво выглядит. Ударились в скользящую среднюю 200-ку. От нее же отбились, и вот она зона, куда я жду данное движение. И отсюда уже вполне вероятен разворот. Также здесь в приоритете локальное нисходящее движение, разворотом здесь пока не пахнет. Нужно дожидаться заходной импульс уже на более мелких таймфреймах. Индекс доллара, глянем. Ожидал я здесь движение вниз, однако получили еще один такой резкий рост. Практически с перехаем, немного не долетели, но дивергенция здесь уже по закрытым свечам явная, судя по вот этому индикатору. Здесь мы более мощную дивергенцию на дневке отрисовали, а это значит, что данная волна может стать, если не последней, то одной из последних. Пока тренд не выглядит для того, чтобы идти еще выше. И стоит заметить, что биткоин, например, упал совсем незначительно, а индекс доллара улетел к своим предыдущим хаям. По идее, если бы корреляция продолжалась, биткоин должен был упасть до минимума, ну то есть как и индекс доллара, но такого не произошло, биткоин выглядит сильнее. Тоже можно сказать и про S&P. S&P сильно летит вниз, а биткоин у нас в боковике в последнее время. То есть биточек выглядит неплохо по отношению к индексу доллара и S&P 500. Ну, давайте еще рубль посмотрим.
В одном из последних роликов предыдущих касался я новости по рублю, что вполне вероятно до конца сентября. Курс рубля может взлететь наверх, но касательно графика, что мы здесь видим, предполагал я, что либо мы примерно с текущих уровней, в принципе, где мы сейчас и находимся, можем начать развивать рост, либо еще один импульс вниз и оттуда уже рост. Пока с этого прогноза ничего не изменилось, мы по-прежнему торгуемся здесь во флете, уровень все тот же, в районе 60, и я по-прежнему ожидаю отскок в район 77-80 за $1. Если посмотреть поближе на 4 часах, что здесь можно понаблюдать, здесь видно, что упали зигзагом, рисуется какой-то отскок. Если он продолжится, то вполне может это подтвердить тот факт, что уже с текущих уровней начинаем разворот. То есть вот этот вот рисунок отменяется, а вот этот вот как раз подтверждается. Вот эта линия — это вот этот заходной, вот этот желтый промежуток — это как раз таки то, что мы отрисовываем сейчас. Давайте перерисую. Зачем мне тут объяснять и притягивать? 1, 2, 3, 4, 5. Пока мы не пробиваем и не обновляем лои, данная структура для меня будет в приоритете. И в ближайшее время ожидаю дальнейший рост курса доллара к рублю. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телегу. Всем удачной торговли и счастливо!